Всем привет, с вами Дэн и итальянский бренд Венецианика. Знаю, что вы его очень любите, и на канале достаточно часто стараюсь показывать их часы. А сегодня такая прям особенная модель. Она в каком-то мере, знаете, такая летняя и солнечная. Вот они, бронзовые, Венецианика Нереиды, бронза в корпусе 39 мм. Да, многие говорят, что бронза это все-таки такой осенний, да, когда уже вот хочется осенью носить, чтобы патина была. Но летом, ведь не забывайте, летом бронза это тоже очень-очень круто, ярко и солнечно. Ой, слушайте, какая красота. Накладные полированные меточки, бронзовый безель, вкладка тоже. Полированная часть безеля, ой, вкусняшка. Короче, давайте сначала часы в сторону. Тут у нас в коробочке есть еще, значит, вот такой вот сертификат, гарантия и что вы в клубе любителей и ценителей Венецианика. Ну и, собственно, да, бронзовая модель, давайте подзаведем красавцев. Внутри стоит, кстати говоря, Miyota 9039, да, вот уже премиум для Miyota. Так, заводная головка завинчивается. 200 метров водозащиты здесь, да, потому что прям дайвер. Суперлюминова BGW9 на метках и стрелках. Корпус бронза, безель бронза, вкладка на безеле тоже из бронзы. Tropical ремешок каучуковый, который, как мне кажется, добавляет. Вот они как для лета именно вот с таким ремешком, потому что пот выходит, потому что легкий, потому что можно и в принципе в бассейн, в море. Сапфир с внутренним антибликом, плоский сапфир, и мне нравится вариация именно плоский, потому что меньше бликов получается, как будто бы тут даже нет стекла, такой эффект немножко прослеживается. 120 кликов по безелю. Безель шикарный. Четкий, уверенный такой, прям классный безель, без супер какого-то усилия, но очень-очень-очень четкий и уверенный. Мне нравятся такие ремешки. 800 евро, значит, эти часы стоят на официальном сайте. И давайте еще по размерчикам 39. Да, у нас по безелю ровно 39. Высота корпуса 10,7. Шикарно. Для водозащиты 200 метров. Ого! 20 по ремешочку, так что можно что угодно постороннее ставить. А я думаю, что на осень как раз здесь можно будет каучук заменить на что-нибудь кожаное, что-нибудь, например, матовое сюда поставить. Ой, будет шикарно. И от ушка до ушка 44,5. Ну, короче, размер максимально универсальный. Мое запястье 18,5. Вот так вот. Очень красиво, а? Солнечно, ярко, как раз летом в жару. Да, бронзу не все любят в жару, но у кого-то она лучше в пользовании, да, ежедневно, у кого-то хуже. Ну, вы сами, я думаю, знаете, тот, кто уже пробовал бронзу. Но эта версия, слушайте, очень классно смотрится. Аккуратный корпус, небольшой, хорошо прям сидит на запястье, с черным ремнем, черный циферблат, и вот эти золотистые здесь такие метки, и бронзовый корпус, яркий, пока не покрылся патиной, ну прям излучает оптимизм, я бы сказал, да. Задняя крышка, значит, давайте посмотрим. Здесь на задней крышке у нас интересно, потому что гравировка 4 бронзовые коня на соборе Святого Марка здесь. Этих коней венецианская армия захватила в Константинополе аж в 1254 году, и потом их отправили в Венецию. Ну и вот здесь гравировочка такая, как уже повелось у Венецианика, очень даже детальная, подробная, прям как такая небольшая картина уже, да, у нас получается. Ну, а вообще бронза, в принципе, как для венецианцев-то исторический металл, потому что в 19 веке водолазы там использовали шлемы из бронзы, и в том числе в Венеции тоже вот водолазы их использовали, поэтому прям в тему. Ну, а модель Нереиды есть в разных вариациях. Бронза вот только что вышла, но там есть и другие версии, обязательно заходите на сайт, посмотрите другие варианты. 88,5 грамм, ну, понятное дело, что на каучуковом, да, ремешке будет немного, и здесь действительно немного. Вот знаете, некоторые производители не заморачиваются с бронзовыми корпусами, делают их полностью там сатинированными, потому что все равно будет патина. Но ведь не все любят патину, некоторые потом как бы возвращают в исходный вид, а это можно руками дома сделать нетрудно. Посмотрите в интернете очень много способов, как вернуть первоначальный блеск бронзовым часам, если вы не очень любите патину. Ну или если она вам надоела. Вот, поэтому здесь Венецианика на самом деле заморочились, потому что, смотрите, во-первых, приятное очень сатинирование по корпусу.
Дальше, верхняя часть ушек с зеркальной полировкой, прям полностью, да. Верхняя часть безеля тоже с зеркальной полировкой. Ну, боковая я имею в виду. Стрелки зеркальные и накладные метки, и поэтому здесь много чего такого, именно вот элементов шика, я бы сказал, к этой бронзе. Кстати, бронза мне напоминает такой же сплав, как у Орис, по-моему, по крайней мере по оттенку, так что должно быть красиво, когда появится уже патина. Ну, круто, да, и вот эти объемные метки здесь красиво, и частично скелетонированные стрелки, также есть минутная разметка по краю циферблата, и он плюс еще такой густой, черный, как бы смоляной, да, вот это объема добавляет, как такая вот черная дыра получается. И с учетом того, что такой блестящий цифер, он хорошо сочетается с блестящими здесь накладными метками, поэтому это все, конечно, больше шика добавляет этим часам. Ну, здорово. Давайте теперь макро посмотрим. Да, красиво. Красиво здесь по накладным меткам. Цифер такой густой, глубокий, много объема, объемный логотип, стрелки тоже с зеркальной полировкой. Нравится мне, когда безель вот полностью, да, из того металла, из которого сделан корпус, в данном случае бронза, потому что хорошо сочетается и аккуратно, гармонично выглядит. Шикардосик, слушайте, новиночка-то прям сочная, да, и я бы сказал, даже и для лета подходит, ну и, конечно же, для более холодного периода времени, и плюс здесь есть система быстрой замены по ремешку. Что по итогам, как мне кажется, из таких бронзовых дайеров этот один из самых аккуратных, симпатичных, с отличными характеристиками, ну и, собственно, отличной ценой. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.